Я рад приветствовать всех на нашей конференции ViRush. В этот раз она проходит в онлайне. Хотелось бы отметить отдельно, что в этот год он был для нас достаточно интересным. То есть, конечно, с точки зрения всех направлений, всех компаний вызовов было много, и экономические, и с точки зрения пандемии. Но в данном случае как раз информационные технологии они становятся все более востребованы, и в частности бизнес-анализ. Я представляю направление по внедрению информационных систем компании Polymedia. Меня зовут Константин Валиотти, и я немножко расскажу про те прикладные решения, которые мы создали за этот год, и поделюсь, собственно, теми технологиями и наработками, которые смогли сделать. В первую очередь, действительно, за год достаточно много было сделано проектов. Часть проектов сейчас в стадии реализации. Для нас это означает, что мы столкнулись с потребностью изучения новых технологий, расширения стека не только в части использования BI-системы, но также и в части решение задач построения хранилищ, в части интеграции и в том числе и учетные функции. То есть наши решения, они захватывают намного больше функциональных блоков, чем только бизнес-интеллигенс. Это означает, что команда приобретает нужную экспертизу, что в рамках создания этих проектов появляются новые прикладные решения, а старые развиваются. Если переходить уже конкретно к тем решениям, которые хотелось бы сегодня отметить, например, корпоративная отчетность. Мы сейчас занимаемся проектом развития корпоративной отчетности компании Twell в рамках группы компании корпорации Росатом. Она захватывает, по сути, все области, связанные с управлением, с финансом, с продажами, с KPI. И, собственно, наша система замещает клик и развивает возможности бизнес-аналитики. То есть проект действительно интересный. Также хотелось бы отметить то, что мы расширяем возможности по интеграции. В частности, в этом году достаточно плотно работали с площадкой госзаказов единой информационной системы ЕИС, по интеграции с различными ERP-системами, такими как 1С, такими как SAP. И хотелось бы еще отдельно отметить достаточно интересную функцию, которая была сделана для системы проведения совещаний советов директоров, когда наша система выступает как некоторая панель с информацией, которая нужна для принятия решений, и можно управлять содержимым, выбирать отчетный период, смотреть конкретные предприятия, которые важны, управлять экранами с помощью голосовых команд. Система адаптивна, обучаема, это достаточно интересное направление. В этом году востребовано, понятно, здравоохранение. В этой части коллеги уже рассказывали про некоторые решения, которые позволяют мониторить ситуацию по развитию, собственно, распространения эпидемии, по тому, как можно выполнять рейтингование некоторых блоков, связанных с доступностью ресурсов, с выполнением нормативов, показателей. И, кроме всего прочего, важную составляющую занимает как раз технологии моделирования, которые позволяют некоторые сценарии промоделировать и посмотреть, проанализировать ситуацию, выявить те точки принятия решения, в которых нужно уже принимать решения. И, собственно, в рамках проекта, в том числе, мы делали интеграцию с внешней системой уже управления инцидентами, которая позволяла принимать мероприятия и, собственно, собирать нужные управленческие команды и как, собственно, базу для оценки ситуации использовать систему Visiology. Также отдельное решение, которое сейчас стало востребовано, я про него чуть подробнее позже расскажу, это все, что касается учета безопасности сотрудников, выполнения нормативных указаний регулирующих органов, все, что касается с допуском сотрудников на больших предприятиях. Это достаточный пласт задач, которые мы сейчас как раз решаем с помощью некоторого решения, которое создали. И по производственной отчетности, собственно, это направление всегда востребовано с точки зрения бизнес-аналитики. Все, что касается выявления узких мест, повышения оперативной эффективности,
Здесь бизнес-анализ всегда был востребован. Сейчас именно в области производства это максимально актуальная задача. И мы в этом году выполнили некоторый проект по внедрению нашей BI-платформы в составе производственной системы. Про это тоже чуть подробнее расскажу. Как одна из особенностей, которая удобна с точки зрения ведения проектов и использования инструментария, это возможность встраивания нашего BI-инструментария в существующие ландшафты. То есть мы можем подготовить данные, можем заложить модель обработки, а в дальнейшем уже всю информацию выводить в привычный интерфейс внешней системы. Это часто востребовано, и мы этим пользуемся. Дальше я перейду к подробному описанию уже самой функциональности двух блоков. Первое – это как раз система, которая позволяет контролировать безопасность с точки зрения сотрудников. По двум направлениям мы здесь работаем. Это учетная функция, и аналитическая. Задачи решаемые – это как раз обеспечение безопасности, контролирование выполнения регламентов, учет сотрудников, на какой они сейчас стадии, по тому, как проводится тестирование, что они сейчас находятся на изоляции и так далее. А с точки зрения оценки доступности ресурсов, как для того, чтобы вести сами работы, так и с точки зрения медицинских ресурсов, это СИЗы, это всевозможные учреждения, медицинские сотрудники, тоже медицинские, которые проводят необходимые операции. Если рассматривать задачи учетной системы, то нам удалось реализовать управление нормативно-справочной информацией, организовать сбор данных по дочерним обществам, и автоматизировать, собственно, сам процесс управления безопасностью в этом направлении. Система обеспечивает контроль данных, верификацию и процессы согласования. Пример визуализации – это динамические формы, которые настраиваются под каждую роль, имеют свои правила. Примеры визуализации, которые легко показывают текущее состояние с точки зрения того, какой объем сейчас сотрудников находится на той или иной стадии с точки зрения проведения тестирования, вакцинации, в том числе нахождения на обсерватории, изоляции или лечебных организациях. И по производственной системе хотелось бы тоже рассказать. В принципе, задача типичная не только для производства, но в рамках производства здесь у нас получился такой комплексный проект. Была задача внедрения, по сути дела, производственной системы в составе достаточно многих различных инструментов. Понятно, что это в том числе и MES-системы. Мы здесь решали с партнерами задачи повышения операционной эффективности для этой горнодобывающей отрасли. Это означает увеличение темпов разработки, обработки, и понижение стоимости работ. Как сама производственная система работает? Это некоторый комплексный подход, который позволяет объединять процессы, методики и инструментарий. И система бизнес-аналитики закрывает здесь как раз задачи мониторинга, выявления отклонений, идентификации проблем, прогнозирования и обеспечения отказоустойчивости техники и, собственно, качества самой продукции. Здесь примеры показателей, которые мы в рамках этого проекта собирали и визуализировали. И примеры того, как используется наша отчетность. С одной стороны, это оперативная отчетность, которую смотрят сотрудники конкретной смены, оценивая результаты своей работы и выявляя какие-то конкретные показатели. С другой стороны, это сводная аналитика, которая показывает возможности по оптимизации, анализируя пики и выявляя точки принятия решений. Вот еще пример по различным направлениям, по расшифровке причин схода оборудования, по показателям, и так далее. Если вообще оценивать, какие задачи глобально решает система бизнес-анализа, можно выделить управление данными, и непосредственно аналитику и визуализацию. Мы достаточно много сейчас работаем в области создания коннекторов различных с точки зрения организации процессов регламентного обновления, создания хранилищ данных, выверки данных и обогащения их. И понятно, что с точки зрения визуализации все задачи классические по бизнес-анализу тоже решаем.
Ну и если финализировать те задачи, которые мы решаем для наших заказчиков, хотелось бы отметить, что это всегда комплексное решение. То есть мы изучаем, что в конкретной отрасли сейчас происходит, исследуем процессы, работающие у конкретной организации, и в части как раз поддержки принятия решений используем технологические решения, которые нам доступны в области визуализации, в области управления данными. В целом, наверное, все, что я хотел отметить, и дальше предлагаю перейти к вопросам. Какие проекты были реализованы с Алмаз НТМ и Твеллом? Ну, я здесь скажу общими словами. Это вопросы с точки зрения автоматизации тех или иных информационных потоков в области производства и в области управления кадрами. С точки зрения более подробных, ну, это нужно просто согласовывать пресс-релизы. Я думаю, что мы этим займемся. Также у нас есть на наших сайтах согласованные текстовки. Так, можно ли реализовать проект по планированию простоев поломок производственного оборудования на платформе Visiology? Да, именно для таких целей в том числе подходит система бизнес-аналитики. Нужно организовать процесс, который позволяет накапливать информацию с оборудования, то есть это датчики, которые установлены либо на конкретном оборудовании, либо которые установлены в рамках некоторой технологической цепочки. И способов сбора этой информации достаточно много. Если это поток небольшой, то можно это делать напрямую, собственно, силами команды проектного внедрения, создавая некоторые адаптеры к этим датчикам. Если поток достаточно большой, то уже используются различные технологические решения, SCADA-системы, ну и часто уже установлены MES-системы в том числе. Есть ли опыт интеграции с PLM-системой, с какими-то решениями каких задач? Ну, здесь в этой области мы пока, скажем так, в начальной стадии. Таких вот прям многих систем не расскажу, пока есть интеграция только с MES-системой Schneider Electric Ampla, другие пока у нас в стадии разработки.